Самое главное, когда вышиваете детали, боковинку, да, боковую часть, вот мы смотрим по вот этой. Мы начинаем с этой стороны, потому что нам надо отсюда прошить до этого уровня, да, ну, отсюда по линии пойдем. Когда уже вторую часть пришиваем, мы смотрим, так, мы вот отсюда остановились, значит, вот этот ряд, мы начинаем, значит, с этого ряда, да. Вот, и главное, нужно понять так, чтобы вот эта часть, она становилась на вот это ребро, чтобы она не проходила внутрь, не спряталась у вас внутрь, а именно на ребро. Поэтому берем, вот у нас, берем и вводим вот сюда. Так, вот сюда. Давайте сначала так. Длинную нитку сделала. Я иголочкой прошиваю. Здесь пришиваю иголкой. Иголка для трикотажных изделий, пластиковая. Вот. Вот здесь завели, потом вот отсюда выводим именно ребрышко. Нитку мы должны выводить с ребра, не протыкая ничего. Вот. И вводить вот между петельками. Вот здесь прошивать. Если тяжело, то я беру вот такие щипчики, круглогубцы называются, и вытягиваю. Хорошо затягиваю, смотрю. Угу. И вот эту часть я еще делаю, как иголка назад. Видите, вот сюда, назад. Вот, закрепили. Пошли дальше. Отсюда нам надо с ребрышка, значит, мы примерно берем, вот эту не берем, она у нас слабенькая петелька. Мы берем вот отсюда, с толщины, вот так вот, и вводим вот сюда. Когда уже закрепили первый ряд, первую петлю, вот, потом вот сюда, и опять же мы смотрим в ребро, вводим шов в ребро. Чтобы она у нас упиралась на ребро сумки. Потом отсюда выводим. Можно вывести сначала, а потом вывести здесь. Если хотите шов закрепить здесь, то можно обратно вот сюда всунуть, как иголка назад. Аккуратно, чтобы у вас вот. Вот. Таким образом мы проходим по всей, вот по всей ширине. Все, она ляжет.
как здесь. И шва не будет видно, и ровненько будет лежать. Соединение будет не видно. Смотрите, как получается. Вот, практически не видно соединение, ровно ложится. Не забываем, мы здесь выводим вот сюда, между петельками. Вот они, видите, шаг у нас идет. Да? И здесь обязательно не в такие вот легенькие места, а старайтесь в толщу, вот видите, вот по 2 вводить. Вот еще. Тут будут выводиться можно в одну, но иногда делайте вот такой вот в двойную, чтобы у вас вот сюда шло, видите, в 2. Тут в одну выход, тут вот она в 2 вошли, вышли в одну. Вот. И в конце мы тоже потом сделаем закрепку. Но не забывайте, все всегда подтягивать, чтобы у вас все легло ровно, не было никаких щелей, дырок. Так вот. Девочки, обязательно, когда вы сшиваете часть, вы проверяете, когда уже первую вы вот пришили, да, когда вторую пришиваете, вы проверяете, например, вот у нас 2 прибавки, вот этот у нас идет ряд, вот он идет, и он должен вот здесь у нас тоже быть между 2 прибавлений. Вот это учтите, потому что если у вас будет сдвиг, этого не будет, то в конце у вас вот этот край вылезет, и вам придется распускать. Поэтому проверяйте по рядам, чтобы у вас сходились с этим местом. И видите, она как ровно будет ложиться, когда вы идете на стык, кладете. Вот видите, вот. Сейчас еще вот тут вот надо низ чуть-чуть. Смотрите, когда сшиваете низ, он чуть-чуть получается при сборке, потому что чтобы у вас был вот такой пыжик, кругленькая такая чуть-чуть форма. А вот не забываем сравнивать вот этой части. Сейчас еще покажу, как я сшиваю. Вот беру, ввожу иголочку. Вот видите, между шаг. И здесь обязательно смотрю, чтобы у меня она вот прошла вот эту петельку. Вот видите? Подтягиваю обязательно. Потом вот здесь смотрю. Выпуск надо вот сюда. Вывожу ее. Вот, вывожу и выставляю вот сюда. Если нам надо закрутить, то смотрим, может, сюда ход сделаем. Ну, пока так. Смотрим дальше. Обязательно проверяем по линиям. Мы подходим к этому. У нас одинаково вот эта сторона стой или нет. Обязательно, чтобы потом вам не нужно было распускать и переделывать. Смотрите, пришиваем по краю. Когда мы пришили, мы 2 раза закрепили здесь. Вот, и смотрим, если все нас устраивает. Вот, смотрите, клапан. Вот сумочка. Вот здесь будут колечки. 1 колечко, 2 колечка цепляются. Вот она у нас такая кругленькая, классная сумочка. Вот. Здесь кольца и ремешок. Сюда мы пришиваем. Вот сюда пришиваем. Вот такие есть. Двухсторонние, да. Один вот здесь пришили. А другой смотрим, чтобы, ну, где вы хотите закрывать, вот здесь пришиваем. Пришивать лучше леской, чтобы более крепкая была, а не ниткой. Ниткой быстро порвется у вас. Вот так вот.
Ну, чтобы потом крепление, раз, закрепили. Обязательно смотрите, где у вас должно быть крепление. Пришиваем леской, чтобы прозрачно, не видно было и хорошо закрывалось. Ниточки все остальные аккуратно прячем вот здесь, между рядами.